Всех приветствую на своем канале. Перед вами мои запасы прошлогодних поездок на металлоприемку. 325-я толстостенная труба и пропановый баллон без вентиля, а значит головника с откручиванием никакого не будет. Стенка трубы толщиной 8 мм, баллона 3 мм. Баллон по годам конкретно уставший, но для моих целей в самый раз. Представить только, и стоил он когда-то 20 рублей. Недешево, средняя зарплата на то время составляла от 120 до 150 рублей. Труба окрашена и очень сильно коррозирована внутри. Слой краски нужно снять, и справиться поможет мне болгарка щеткой. Перемещаюсь на улицу, в мастерской пылить нет никакого желания, да и погода позволяет поработать на природе. Абсолютно несложно, главное запастись терпением, и вскоре труба полностью зачищена. Бегу опять в мастерской, необходимо в этом отрезке трубы выровнять края. Принцип такой же, как и в полдюймовой, дюймовой, да без разницы. Нужна бумага. Реально неприятное чувство, когда бумага заканчивается не вовремя и не хватает совсем немного. Я конкретно про этот случай, не берите в голову лишнего. Выход нашелся быстро, разрезал пополам и склеил. Один край бумаги по-прежнему остался идеально ровным. Маркером отбил линию реза с одной стороны и далее со второй стороны. Пока еще труба без навесного, можно свободно ее поднимать. Закинул на верстак для удобства и принялся резать. Длина трубы с учетом выравнивания составила 700 мм. Пока что можно ее убрать. Теперь газовый баллон. Хоть там давным-давно ничего уже нет, в целях демонстрации для безопасной работы с ним заливаю вовнутрь воду и только потом приступаю к резке. Прежде, конечно, размечу будущий рез. С баллоном мне нужна его меньшая половина. В качестве центра, от которого потом оттолкнулся, взял сварочный шов на баллоне и принялся рисовать. Та часть, что справа, мне и нужна, но остальное, в надежде на скорое применение, отношу на улицу. Приложив отрезок баллона к трубе, прикидываю, насколько нужно дистанцировать эту часть. Можно было это сделать из полосы, но ехать за металлом желания нет. Вырежу из листа. Потом догнал, что можно было из баллона вырезать больше на те же 40 мм с каждой стороны и подрезать болгаркой и загнуть под нужным углом. Работать с металлом по-настоящему мужское занятие, но также есть не менее интересные вещи. World of Tanks — игра, которая за многие годы своего существования стала классикой. Например, я зарегистрировал свой аккаунт еще в 2012 году, и до сих пор эта игра меня только радует в свободное время. Разнообразие бронетехники поражает, более чем 500 единиц, динамичные бои, множество карт и реалистичная графика с детализированными моделями танков и глубокая прокачка техники. Играешь один или с друзьями, и это всегда интересно. А также сейчас в игре проходит долгожданное событие — новогоднее наступление. Вас ожидает праздничный ангар с атрибутами Нового года. Абсолютно все, кто зайдет в игру, в подарок получат премиум танк АМР-35. Во время новогоднего наступления действует ускоренный прогресс. Прокачаться можно быстрее и эффективнее. А те, кто решат принять участие в праздничной лотерее, получат шанс выиграть двухствольный танк. В общем, вы уже поняли, сейчас самое подходящее время начать играть, если не сделал этого раньше. Почему? Потому что при регистрации по ссылке в описании новички получат бонус 400 тысяч кредитов, легкий премиум танк Т2 ЛТ и неделю премиум аккаунта. Заходи в игру и вступай в бой. Перед сваркой зачищаю место будущих швов, да и рядом все так же решил почистить, иначе работать просто неприятно. Далее прикидываю по расположению угла и привариваю. Может, это излишне, но решил проварить с двух сторон. Верхнюю часть этой крышки также зачищаю щеткой на болгарке. Опять затаскивая трубу, в одной из сторон буду делать проем. Квадратный, потому что проще вырезать, а так хоть прямоугольный или круглый, без разницы.
Листовой металл шестерка в не очень хорошем состоянии и слегка деформирован, как раз подойдет для перегородки в трубу. По первому резу допустил ошибку, и зазор между трубой и листом меня не устраивал. Пришлось доваривать полосу. Диаметр трубы, напомню, 325 мм, и приходится сражаться за каждый миллиметр, чтобы уместить задуманное. Теперь зазор приемлемый, и можно приварить перегородку с весьма неудобным доступом. Теперь закончилась проволока. Благо катушка была в запасе, и ехать никуда не нужно. На следующий день закончилась углекислота. Пришлось ехать менять баллон. На этом заканчивалки вроде бы закончились. Доварил перегородку, теперь можно прикинуть крышку, выставил по центру и буду приваривать. Варил жирным сплошным швом, сверху вниз. У меня так получается получше, чем снизу вверх. Под полотном 127 труба, отрезая 150 мм. Использую как шаблон для разметки под отверстие. Чтобы аккуратно врезаться плазморезом, сверлю небольшое отверстие. Заряжаю воздухом ресивер компрессора, без которого в мастерской не обходится ни один рабочий день. Конструкция по-прежнему подъемная, но уже с трудом. Весу прибавила прилично. Два листа металла 6 мм. Косые, кривые, нужно подровнять и срезать лишнее. Не режу плазморезом по причине того, что нужен идеально чистый рез. Поэтому выбираю болгарку. Приличная коррозия на поверхности, иду на улицу зачищать. Теперь два листа в прекрасном состоянии. Вырезаю лекало и обвожу маркером в нижней части с небольшим отступлением под маленькие ножки. Врезаю с болгаркой для точной границы и дальше уже работаю только плазморезом. Все неровности подравниваю зачистным кругом, уложив два листа вместе. В верхней части будущих стенок делаю разметку, и чтобы не делать это дважды, оставляю лист на листе и начинаю резать. Теперь на одном из них необходимо вырезать окошко. Максимальный размер, который я смог взять из-за небольшого диаметра трубы и перегородки в ней, это 180 на 230 мм. Считаю, что вполне приемлемо. Режу 20-ю полосу, из которой сварю рамку в окошко. Выставляю таким образом, чтобы выступ был небольшим, а изнутри как раз будет к чему привариться. Все чудно, рамка на месте, приступаю к дверце. 4 полоски в 2 мм обеспечивают зазор между еще одной рамкой и той, которая уже приварена. Варю со всех сторон, зафиксировав магнитами. Готовую рамку теперь нужно соединить с той самой пластиной, вырезанной из соседней стенки. Зазоры на текущий момент не шуточные, заливать такой проволокой полуавтомата дурное дело. Поэтому беру присадочный пруток в 3 мм и разделяю на необходимые отрезки. Уложив их в зазоры, получилась прекрасная подложка для будущего шва. Обварил с двух сторон, шов не провалился, в общем все замечательно. Прикладываю дверцу и следом обычную петлю. На моей печи стоит такая же, нареканий нет. А теперь один момент, который требует небольшого эксперимента. Для этого я сниму дверцу со своей печи, а также нужно будет отрезать кусочек уголка. Вопрос стоит в том, нужен ли рассекатель в поддувало печи. Признаюсь, изначально скептически отнесся к этому дополнению. На старой печи буржуйки у меня такого не было и было все окей. На этой же не все так просто. Установив рассекатель и распалив дрова при закрытой дверце, ничего особо-то и не происходит. Поддув идет не напрямую, при этом дрова разгораются интенсивно. Как раз это то, что нужно, значит все работает. Внесу ясность в свои рассуждения, убираю рассекатель с дверцы и вешаю ее на место. Открываю заслонку, поток воздуха прямиком направляется на огонь. При розжиге это очень эффективно, своего рода включили турбонагнетатель. Дрова разгораются моментально. Обратная сторона такого успеха: в камере не хватает воздуха. При интенсивном сгорании и печь, словно задыхаясь, жадно глотает воздух, при этом производя выброс продуктов сгорания. Получается что-то наподобие небольших взрывов. Вследствие мы видим задымление помещения от такой турбины. Поэтому перегородку поддувала я ранее на полную при розжиге не открывал. После показательного выступления я приварил уголок обратно и должен сказать, все работает без нареканий. Под полотном 88-я труба, именно такой диаметр я выбрал под поддувало. Располагаться он будет в нижней части дверцы, в общем по классическому варианту. Также для аккуратной врезки плазморезом сначала сверлю отверстие. В отрезке трубы два отверстия в 7 мм под 6-й пруток. Сам же пруток около 50 мм сгибаю под угол 90 градусов.
Продев через трубу, одеваю пружину, придавливаю шайбой и привариваю к торцу прутка. Приложив вырезанный круг из миллиметровки к прутку внутри трубы, также привариваю, получив плотное прилегание. Ну а дальше готовое поддувало с регулируемой заслонкой приварю к дверце. И конечно же уголок, с которым мне результат работы печи очень понравился, также привариваю. Остается вырезать крючок для закрывания из отрезавшей стерки, принимаюсь за дело. Дополнительно сделал проушину и пару петель под крючок, которые размещу слева от дверцы. Все готово, демонстрирую в работе. Закрывается очень плотно. Теперь нужно выставить заднюю стенку и приварить к трубе. Варю пожирнее, чтобы при нагревании и расширении металла ничего не лопнуло. Одна сторона готова, переворачиваю и выставляю переднюю часть. Прикинув, что все ровно, приступаю к сварке. Продолжительный процесс сваривания закончен. Результатом доволен. Теперь я могу приступить к следующему этапу изготовления дополнительных стенок на бока печи. Использую миллиметровый лист, то что есть в наличии, и не уверен, что нужно поболее. После чистки металла достал свой самодельный листогиб. Не часто, но периодически выручает. 2 сгиба и можно приваривать к печи. 25-я полоса и 12 отрезков. Привариваю под углом полоски на каждой стороне свое направление. После подрезал лишнее и получились такие вот направляйки горячего воздуха в разные стороны. На месте нет еще трубы, которую я отрезал в самом начале видео. Располагаю и привариваю. Чтобы минимизировать ошибки, сделал лекало под будущую плиту. Обстучал место под отверстие для трубы и вырезал канцелярским ножом. Убедившись, что все подходит, только после этого переношу рисунок на металл в 4 мм. Эту часть решил сделать основательней, чтобы можно ее было использовать как плиту для каких-либо нужд. Ну, например, подогреть ведро воды или на худой конец чайник. Это последнее, что нужно было приварить в этой печи. Как по мне, получилось неплохо. Зигзагообразный вариант дымохода я ранее никогда не делал. Очень интересен результат. 8-миллиметровая камера сгорания, уверен, прослужит долго. Металлическая рубашка с функцией калорифера – это жирный плюс в любой печи. Осталось нанести пару слоев жаропрочной эмали и печь отправится к своему новому хозяину. Печь установлена, труба разборная, место стыка хомут. Вывод на улицу с той же трубы. Далее оцинкованное продолжение с фиксацией к стене. Первая закладка дров и трепетное ожидание результата работы печи. Все отлично, дрова разжигаются быстро, рассекатель из уголка также выполняет свою задачу. Печь достаточно быстро нагрелась и начала отдавать тепло. Сразу скажу, что на заказ печи не делаю, а показываю, как и из чего можно сделать. Этот вариант я сделал для друга в качестве подарка. Напишите, пожалуйста, свои замечания в комментариях по этому варианту печи, что понравилось или наоборот, что не понравилось. А я с вами прощаюсь, до следующего видео. Всем пока!